Добрый день, дорогие рукодельницы, меня зовут Светлана. И сегодня я хочу вам предложить мастер-класс по вязанию вот такого вот красивого ажурного узора спицами. Он очень легкий в исполнении, очень хорошо запоминается, достаточно легко вяжется. Использоваться он может при вязании детских вещей, каких-то легких джемперов, летних футболок, маек, может быть пляжных туник, может быть использована какая-то декоративная, в качестве декоративной какой-то отделки, какая-то часть этого узора. В любом случае он очень универсальный и красивый. Вот им сегодня я хочу с вами поделиться. Предлагаю приступить к вязанию. Вяжется узор сердечки обязательно на базу. Раппорт состоит из 14 петель и 12 рядов лицевых и изнаночных. В изделии рассчитывается по формуле 14 плюс 14 плюс 14, ну, тому сколько надо повторить раппорт, плюс 3 плюс 10, включая кромочные петли. Значит, здесь я набрала 41 петлю для того, чтобы связать 2 раппорта по формуле 14 плюс 14 плюс 3 плюс 10. Кромочные включены, обратите на это внимание. В конце видео я обязательно приложу схему, по которой вы сможете в дальнейшем, которую вы сможете в дальнейшем использовать. Так. Снимаем первую петлю, как обычно, и провязываем 4 петли лицевой. Я вяжу бабушкиными петлями. Кто вяжет классическими петлями, там надо будет немножко по-другому делать закрытие, но я все это расскажу. Там видно, там надо будет закрывать для формирования рисунка. Так, делаем накид. Петлю одну, то есть провязали 4 лицевых, сделали накид, сняли петлю, провязали 2 следующих одной петлей изнаночной, снятую петлю перекинули. Так, снова делаем накид и вяжем 11 лицевых. Провязали 11 лицевых, снова делаем накид, снимаем петлю, провязываем 2 следующие изнаночной и перекидываем петлю. Снова делаем накид и вяжем 11 лицевых. Продолжаем. Делаем накид, одну петлю снимаем, 2 провязываем изнаночной, перекидываем снятую петлю. Снова делаем накид, провязываем 4 петли лицевой. Кромочную, как обычно. Все. В изнаночных рядах вяжем по рисунку.
накиды провязываем изнаночными петлями. Провязали второй ряд изнаночный. Девочки, я буду показывать только лицевые ряды, потому что все изнаночные вяжутся по рисунку, накиды провязываются изнаночными петлями. Так, следующий ряд, третий, кромочную снимаем, провязываем 2 петли лицевые. Дальше нам надо закрыть 2 лицевые петли, провязать одной с наклоном вправо. Те, кто вяжет, как и я, бабушкиными петлями, делают следующим образом. То есть у нас вот так вот расположены петельки, мы их просто разворачиваем, мы должны развернуть, чтобы у нас красиво закрылось, и провязываем 2 петли с наклоном вправо. Те, кто вяжет обычными петлями, классическими, тем ничего здесь разворачивать не надо. Так, делаем накид и провязываем 3 петли изнаночными петлями. Еще хотела сказать по поводу накидов. Если я провязываю лицевую петлю, то я делаю накид к себе, чтобы он не сползал со спицы. И тогда будет очень удобно, да, он как будто цепляется за спицу, и мы провязываем. Так как нам сейчас надо будет провязать изнаночные петли, то для того, чтобы накид держался, я делаю от себя. Таким образом он зацепится за спицу и останется у нас и никуда не соскользнет. Потому что если мы сделаем сейчас накид вот так, да, и будем вязать лицевую, он может потеряться и соскользнуть. Поэтому провязываем сейчас лицевые петли и делаем накид к себе, чтобы он зацепился. Следующее. Провязали 3 петли, сделали еще раз накид, снимаем петлю на эту спицу, провязываем петлю лицевой и перекидываем. Все, вот таким образом мы закрыли петельку. Те, кто вяжет классическими, вам надо будет петли развернуть. Те, кто вяжет бабушкиными петлями, то при вот этой закрытии на этой стороне петли не разворачивает. Дальше вяжем 7 петель лицевыми. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше провязываем 2 петли одной, то есть закрываем с наклоном вправо. Переворачиваем петли, опять-таки не все, а те, кто вяжет бабушкиными, и провязываем лицевую петлю. Делаем накид, провязываем 3 изнаночных. 3. Накид и закрываем петлю, снимаем одну петлю, провязываем и перекидываем. Провязываем 7 лицевых. Ой, вот здесь мы должны были закрыть, да? 7 провязали. Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И закрываем петли. Разворачиваем 2 петли и провязываем одной лицевой петлей с наклоном вправо. Все, провязали. Дальше делаем накид. Провязываем 3 изнаночные петли. Делаем накид и провязываем, одну петлю снимаем, то есть закрываем петли, провязываем и перекидываем. 2 лицевые и закрываем ряд. Все, у нас связано 3 ряда. Второй, 4-й ряд изнаночный вяжем по рисунку, накиды провязываем изнаночными.
Дальше вяжем 5 ряд. Снимаем кромочную, провязываем 1 лицевую, 2 петли 1 лицевой с наклоном вправо, то есть перекидываем 2 петли и провязываем 1 лицевой. Делаем накид и провязываем 5 петель изнаночными. Накид, закрываем петлю, 1 снимаем, провязываем лицевой и перебрасываем петлю. Вяжем 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем петли, провязываем 2 1 с наклоном вправо. Делаем накид, провязываем 5 изнаночных. Опять делаем накид и закрываем петли с наклоном влево. 1 снимаем, провязываем, перекидываем 5 лицевых петель. 5. Закрываем 2 петли 1 с наклоном вправо. Накид и 5 лицевых, 5 изнаночных, простите. 5. Опять делаем накид, закрываем, это мы уже заканчиваем ряд, да? Вот. Снимаем, провязываем, перебрасываем. 1 лицевая и кромочная обычная. Все. Провязали мы с вами 5 ряд раппорта. У нас уже тут потихоньку формируется рисунок. Все, провязываем изнаночный и встречаемся, будем вязать 7 ряд. Приступаем к вязанию 7 ряда. Кромочную снимаем, закрываем 2 лицевые петли 1 с наклоном вправо. Делаем накид и провязываем 7 изнаночных. Делаем накид и закрываем 1 петлю с наклоном влево, да? 1 петлю снимаем, провязываем и перекидываем. Провязываем 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Закрываем петли с наклоном вправо. Делаем накид и провязываем 7 изнаночных. Накид, петлю снимаем, как при лицевом вязании, провязываем лицевой и перекидываем. Закрыли петлю, делаем 3 лицевых. И закрываем петли с наклоном вправо. Здесь, как мы видим, рисунок повторяется постоянно. Он очень легкий.
очень быстро запоминается. Уже потом можно даже и без схемы спокойно вязать. Так, и 7 изнаночных петель. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Накид. И закрываем петли с наклоном влево. Провязываем изнаночную. Все, провязали мы с вами 7 ряд. Таким образом. Вяжем 8 изнаночный по рисунку. И потом будем вязать 9 ряд. Приступаем к вязанию 9 ряда. Снимаем кромочную петлю. 2 лицевые петли провязываем. Делаем накид. И провязываем 2 изнаночные петли одной. Закрываем одну петельку. Три петли изнаночных. И снова закрываем петельки, провязывая 2 петли изнаночные. Делаем накид, провязываем лицевую петлю, снова делаем накид и закрываем петли с наклоном влево. Снимаем, провязываем лицевой и перекидываем. Одну петлю лицевую и закрываем 2 петли с наклоном вправо. Наверное, вот 9 ряд, он самый запутанный. Все остальные, может еще 10, все остальные очень простые. Опять делаем накид, провязываем лицевой, снова накид, 2 изнаночных одной петлей, то есть закрываем, провязываем 2 петли одной изнаночной, 3 изнаночных петли, снова закрываем петли, провязывая 2 петли одной изнаночной, накид, лицевая, накид, закрываем петли с наклоном влево, одну петлю снимаем, провязываем лицевой, перекидываем, 1 лицевая и провязываем 2 петли лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли провязываем изнаночной, 3 изнаночных петли, снова закрываем петли, провязывая 2 петли одной изнаночной, делаем накид, провязываем 2 лицевые петли и закрываем ряд. Все, вот мы провязали с вами 9 ряд. Получился раппорт. Приступаем к вязанию 10 ряда самостоятельно. Все ряды вяжем, все петли вяжем по рисунку, накиды вяжем изнаночными. Все, и встречаемся, будем вязать последний 11 ряд. Так, вяжем 11 ряд. Снимаем кромочную, провязываем 3 лицевых. Делаем накид, провязываем 2 петли одной изнаночной, изнаночная петля и снова закрываем петли, провязывая 2 петли одной изнаночной, накид, делаем 3 петли лицевые, снова накид, дальше снимаем 1 петлю, как при лицевом вязании, 2 оставшиеся лицевые петли провязываем 1 петлей и перекидываем. Все.
Вот из 3 мы закрыли 3 петли, из 3 получилась 1. Далее делаем накид, провязываем 3 петли лицевые, накид, 2 петли изнаночных провязываем одной изнаночной петлей, дальше вяжем одну изнаночную и снова провязываем 2 изнаночные одной изнаночной, накид, 3 лицевые, накид, закрываем 3 лицевые петли, первую снимаем, 2 оставшиеся провязываем лицевой и перекидываем изнаночную петлю. Перекидываем, да, и получилась у нас 1 лицевая на спице. Накид, 3 лицевые, снова накид, 2 изнаночные одной петлей, 1 изнаночная петля и снова 2 изнаночные 1 изнаночной петлей, накид, 3 лицевые, завершаем ряд. Все, провязано у нас с вами 11 петель, 11 рядов. Завершаем раппорт 12 последним изнаночным рядом и начинаем вязать получается, да, с первого ряда. Связала я 2 раппорта в высоту, чтобы окончательно понять, что у нас получится. Получится у нас с вами вот такое вот красивое вязание. Я надеюсь, вам понравилось, и вы обязательно куда-нибудь этот узор примените, что-нибудь с него свяжете. На этом я предлагаю нам с вами закончить этот мастер-класс легких вам петелек, красивого вязания. Заходите почаще, оставайтесь подольше. Я вам всем бесконечно рада.